переполненном казино Инер победила Тянь-Ляня в игре с высокими ставками. Униженный и разъяренный, Тянь-Лянь, опасный член банды, управлявший этим заведением, отказался признать поражение. Когда Инер собралась уходить, он воткнул нож в стол, остановив ее. Затем появился Лиган, безжалостный главарь банды. Он поднял ставки, бросив на стол еще больше денег, и сковал руки Ингер, чтобы скрепить пари. Ее напарник был встревожен. Но Инер оставалась спокойной, готовой к игре. Игра продолжилась. Тянь-Лянь ухмылялся, думая, что победа у него в руках. Но Инер снова обыграла его чисто и резко. Лиган не сразу понял, в чем дело. Ее очки были необычными, они позволяли ей читать перевернутые карты. Она с самого начала вела идеальную игру. Разъяренный тем, что его одурачили, Лиган приказал своим людям убить их всех. Но Ингер не замерла. Она сражалась бок о бок с Байлангом и его командой. Хаос разрастался. Вскоре один из ее союзников разбил лампочки, погрузив комнату во тьму. В этой темноте они и совершили побег. Бой был жестоким. Инер едва не попала в ловушку, пока Байланг не вмешался. Вместе они сбежали с сумкой, набитой деньгами. Но их побег был недолгим. Тянь-Лянь, поддерживаемый людьми Лигана, погнался за ними. Дождь лил, пока они мчались по лесу, но банда быстро приближалась. Вскоре они были окружены. Тянь-Лянь потребовал деньги. Инер отказалась. Снова завязалась драка, на этот раз в грязи и под дождем. Тянь-Лянь оказался сильнее, чем ожидалось, и устоял против обоих. Инер и Байланг успешно завершили работу с ним перед появлением Лигана. Лиган не терял времени даром. Он был быстрее, сильнее, смертоноснее. Он сокрушил их защиту. Не видя другого выхода, Байланг велел Инер бежать с деньгами, а сам остался за спиной, чтобы задержать Лигана. Инер сбежала, но Байланг поплатился за это. Лиган избивал его, готовый покончить с ним, пока один из его людей не ворвался с новостями. Полиция уже в пути. Задержка была достаточной. Байланг убежал. В ярости Лиган приказал Тянь-Лянь и остальным выследить их. Инер не знала, что внутри сумки скрытый маячок уже вел их прямо к ней. События происходят в отдаленном отеле на границе леса. На телевизоре в холле предупреждают о грозе. Управляющий Цзяодзи делает обход. Он ругает техника Лигуана за безделье. Затем проверяет Хэ Юэ, официантку, работающую в ночную смену. Из-за шторма за сыном некому присмотреть, и Хэ Юэ берет с собой на работу своего сына Сяо Юэ. Цзяодзи приветливо встречает ребенка, но Сяо Юэ молчит, не сводя глаз с новой гостьи, и Инер, проскользнувшей незамеченной. Любопытствуя, Сяо Юэ следит за ней. Он видит, как она берет ключ от шкафчика с номером 859 и прячет в него сумку с деньгами. Но она замечает его. Он бежит в туалет. Ингер достает из туфли нож и проверяет каждую кабинку. Она открывает ту, из которой он только что вышел. Там пусто. Сяо Юэ быстро переместилась и спряталась на унитазе в соседней кабинке. Вдруг дверь распахивается. Это не Инер, а Ли Гуань, и ему просто нужно было в туалет. Сяо Юэ увидел, как ключ от шкафчика Инер закапывает под садовым камнем. Она вырезает на нем номер 859, используя собственную кровь. Вдалеке появляется Байлен, наблюдающий за происходящим. Через несколько секунд Сяо Юэ хватает спрятанный ключ, и мать зовет его обратно в дом. Прибыла полиция и арестовала Инер как беглую преступницу, связанную с незаконными азартными играми. Сотрудники отеля потрясены услышанным. Когда Инер уводят, Цзяодзи возвращает контроль и велит вернуться к работе. Но под землей уже происходило нечто из ряда вон выходящее. Буря приближалась, и каждая запертая дверь вот-вот превратится в поле битвы. Это была необычная ночь. Это были 12 часов ужаса. Позже Байленг вышел в сад отеля и обнаружил, что ключа от шкафчика нет, но Инер оставила кое-что. 4 вырезанные цифры 859. Это была та самая подсказка, которая ему была нужна. Вскоре к отелю подъехал Тянь-Лянь со своими людьми. Хэй Юэ застала своего сына Сяо Юэ за попыткой открыть шкафчик пропавшим ключом. Она быстро остановила его, отобрала ключ и напомнила, чтобы он вел себя тихо. Оставив его одного в коридоре, она вернулась к работе. Снаружи подъехал Лиган на машине. Тянь-Лянь сообщил, что сумка находится где-то в отеле. Лиган без промедления приказал ему войти. Тянь-Лянь и двое мужчин вошли внутрь, не зная, что Байленг уже находится внутри, идя по следу, связанному с 859. Во время поисков Байленг наткнулся на Сяо Юэ, который тихо повторял тот же номер. Байленг попытался разговорить мальчика,
Но Сяо Юэ был подозрителен. Он не доверял незнакомцам. Тогда Бай Лэнг предложил ему игрушку. Это сработало. Сяо Юэ передумал и повел его прямо к шкафчику. Как раз в тот момент, когда Бай Лэнг собирался открыть шкафчик, появилась Хэй Юэ и позвала сына. Она отругала Сяо Юэ за возвращение, но потом заметила в его руках новую игрушку. Подозревая, она спросила, откуда она взялась. Мальчик назвал человека со шрамом, который постоянно повторял 80-159. Хэй Юэ, любопытствуя, открыла шкафчик ключом, найденным у нее, и нашла деньги в сумке. Бай Лэнг тут же выхватил нож и приготовился напасть. Но Хэй Юэ заметила его тень и вовремя увернулась. Тянь Лянь и его люди погнались за Бай Лэнгом, заставляя его отступить. Они погнались за ним по отелю. Через мгновение появился коллега Хэй Юэ по работе И Чен и отругал ее за то, что она задержалась с сыном возле женской раздевалки. В это время Бай Лэнг сражался с Тянь Лянем и его людьми в спортзале отеля. Бой был интенсивным, разрушали оборудование. Стены были повреждены, но Бай Лэнгу удалось вырваться и снова сбежать. В другом месте сотрудник службы безопасности Тан Вэй и техник Сунь Бин отдыхали, закончив работу. Джао Цзы пришел проведать их как раз в тот момент, когда Хэй Юэ в панике и задыхаясь пришла с сыном. Они последовали за ней в спортзал и были потрясены царившим там хаосом. Джао Цзы был в ярости. Он обвинил Тан Вэя и Сунь Бина в разрушениях в спортзале, решив, что буря повредила помещение, потому что они не закончили работу. Но Сяо Юэ знал лучше. Он понял, что беспорядок – дело рук Бай Лэна. Он побежал в сторону раздевалки, за ним следовала его мать. Джао Цзы, у которого возникли подозрения, последовал за ними, услышав, что Тан Вэй настаивает на том, что все было сделано правильно. У раздевалки Сяо Юэ повторял 80-159, и Хэй Юэ заставила его замолчать. Джао Цзы требовал ответа. Наконец Хэй Юэ признался, что внутри находится сумка с деньгами. Джао Цзы взял ключ, открыл шкафчик и увидел все своими глазами. Деньги были настоящими. Тем временем за Бай Лэнгом началась охота. Один из людей Тянь Ляня загнал его в угол у бассейна. Неожиданно Бай Лэнг нанес удар из-под воды, сбив его с ног. Через мгновение Тянь Лянь увидел своего человека без сознания, не зная, что под телом Бай Лэнг. Когда берег был чист, Бай Лэнг вернулся к шкафчику, но обнаружил, что сумка пропала. В это время в сигнальную башню отеля ударила молния, прервав связь. Вернувшись в отель, Джао Цзы и сотрудники принесли сумку в конференц-зал. Он предложил позвонить в полицию, но все телефоны сразу же потеряли сигнал. Напряжение нарастало. Пара Ли Гуань и И Ченг предложила разделить деньги. Они были нужны им для свадьбы. Сунь Бин согласился. Но Тан Вэй отмахнулся, заявив, что деньги не принадлежат ему. Цзы поддержал Цзяо, сказав, что они могут ждать гостя. Гуань уверял, что в последнее время у них не было женских гостей. Хэй Юэ же настаивала на том, что она нашла деньги первой и претендует на большую часть. Напряжение дошло до предела. Чао Цзы, управляющий отелем, решительно взял дело в свои руки, деньги в его сейфе. Для честности он передал ключи Хэй Юэ и Тан Вэю, не ведая, что Тянь Лянь их наблюдает. В другом месте Тянь Лянь отследил GPS-навигатор из сумки. Сигнал переместился. Один из его людей прибыл с подтверждением. Теперь сумка находилась в руках управляющего. Позже Джао Цзы тихо вернулся в свой офис, готовый забрать деньги себе. Но он был не один. Сунь Бинь уже был там. У него был тот же план. Они договорились разделить деньги. Внезапно появилась Тянь Лянь. Сунь Бин в панике захлопнул дверь, зажав руку Тянь Ляня в раме. Чао Цзы схватил инструмент и стал наносить удары до крови. Но этого было недостаточно. Тянь Лянь и его люди открыли дверь и выхватили ключ от сейфа. Они не знали, что Джао Цзы подстроил сейф. Как только он открылся, в лицо им ударила ослепительная вспышка, и Джао Цзы и Сунь Бин успели сбежать, заперев их внутри. Тем временем Ли Гуань и И Ченг решили выкрасть второй ключ у Тан Вэя. Бай Ланг, подслушав все, тайно последовал за ними. Позже в комнате Тан Вэя И Чен попытался отвлечь его, а Ли Гуань пробрался внутрь. Но Тан Вэй был готов. Он перевернул ситуацию и выдвинул требования. И Чену придется провести с ним ночь, если они хотят получить ключ. Ли Гуань напал на Тан Вэя, но потерпел поражение. Избитый и безнадежный, он согласился на сделку. Когда Ли Гуань вышел из дома, Бай Ланг столкнулся с ним и потребовал ключ. Ли Гуань признался, что теперь он находится у Тан Вэя. Не раздумывая, Бай Ланг вырубил его и ворвался в комнату Тан Вэя. Бай Ланг не знал, что все его действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. В комнате Тан Вэй пытался сопротивляться, но его быстро одолели. Бай Ланг напал на И Ченг, схватил ее за руку и заставил отнести деньги. В это же время Джао Цзы и Сунь Бинь добрались до комнаты видеонаблюдения отеля, где их ждала Хэй Юэ. Она сообщила плохие новости, и Чена взяли в заложники. Затем история возвращается назад.
За хаосом обнаруживается скрытый слой. Когда Джао Цзи с сотрудниками нашел деньги, он заметил одного из людей Тянь-Ляня, наблюдавшего за ними издалека. Он заподозрил, что в сумке спрятан маячок. Действуя быстро, Джао Цзи устроил диверсию. Приказал своей команде поспорить о деньгах. Предложил запереть их в сейфе с целью ввести противника в заблуждение. К сожалению, у плана Джао Цзи был критический изъян. Он не ожидал, что враг нанесет удар с двух сторон. Осознав опасность, он велел Сунь Бину и Хэ Юэ убираться восвояси, а сам проверил Тан Вэя и остальных. Но убежать было не так-то просто. Когда Сунь Бин, Хэ Юэ и Сяо Юэ добрались до выхода, Тянь Лян преградил им путь. Сунь Бин повел их в сторону черного хода. Но как только он открыл дверь, они столкнулись с Лиганом. Сунь Бин, застигнутый врасплох, вовремя оттащил Хэ Юэ и ее сына. В другом месте И Чен привел Байлана в безопасную комнату. Но когда он снял баррикаду, то попал в засаду. Люди Тянь Ляня уже ждали. Несмотря на перевес в численности, Байланг уложил их одного за другим, включая Тянь Ляня, все еще полуослепшего от предыдущей ловушки. В хаосе И Чен ускользнул. Сразу зашел Лиган. Байлану пришлось бежать. Лиган управился и отдал приказы. Тянь Лянь и его люди должны были выследить И Чен, убедившись, что она все еще знает, где находятся деньги. Тем временем он сам отправился за Байланом. В другой части отеля Джао Цзи нашел Тан Вэя без сознания в его номере и помог ему прийти в себя. Во время поисков они также обнаружили Ли Гуана, который прятался в корзине для белья. Все трое быстро пришли к согласию. Они должны были спасти И Чена. В этот момент прятавшуюся И Чен снова схватили люди Тянь Ляня. Когда ее тащили по коридору, Джао Цзи и Ли Гуань подоспели как раз вовремя. Завязалась драка. Джао Цзи и Тан Вэй справились с нападавшими, но И Чен при этом была ранена. Ли Гуань подхватил ее на руки, и группа поспешила в безопасное место. В другом месте Сунь Бин, Хэ Юэ и Сяо Юэ столкнулись с Тянь Лянем, ослепленным. Они попытались уйти, но его удар был неотвратим. Несмотря на свое состояние, Тянь Лянь предпринял мощные атаки и схватил Сунь Бина. Когда он поднял оружие, Хэ Юэ шагнула к нему, давая Сунь Бину возможность отбиться. Сяо Юэ попыталась помочь, но получила удар и упала. Сунь Бин в отчаянии столкнул стальной шкаф на Тянь Ляня, а затем сбежал с Хэ Юэ и бессознательным мальчиком. Тем временем Лиган нашел Байлана в туалете. Последовала жестокая драка. У Байланга был нож, но Лиган дрался голыми руками, используя только свой пояс. Несмотря на оружие, Байланг не смог победить. Избитый и побежденный, он снова сбежал, оставив после себя руины в туалете. В лазарете Джао Цзи, Тан Вэй и Ли Гуань быстро обработали раны И Чена. Мгновением позже Джао Цзи услышал шаги снаружи и подал сигнал Тан Вэю приготовиться к засаде. Но это был не враг. Это были Сунь Бин и Хэ Юэ, которые несли раненую Сяо Юэ. Сунь Бин показал, что все выходы запечатаны. Сбежать было невозможно. Но Джао Цзи знал об одном последнем пути — скрытом выходе в подвале. Не успели они двинуться с места, как к ним приблизились шаги. Они спрятались. Это был Байланг, раненый и ищущий медицинские принадлежности. Он заметил, что кто-то уже воспользовался комнатой и начал поиски. В этот момент появился Лиган. Байланг снова бросился на утек и нырнул в окно, а Лиганг пустился в погоню. Джао Цзи повел группу в подвал, надеясь найти скрытый выход. Но было уже слишком поздно. Тянь Лянь и его люди уже ждали. Разгневанный Тянь Лянь обвинил Джао Цзи в краже денег. Джао Цзи, не понимая ситуации, пытался объяснить, но тщетно. Тянь Лянь приказал атаковать. Тан Вэй стоял на своем, давая остальным время на побег. Тогда Джао Цзи принял решение. Он велел Тан Вэю бежать, а сам остался позади. Он заблокировал дверь и сломал замок, запершись внутри. Банда избила его. Он остался без сознания. Как только все закончилось, Байланг вернулся, взяв в заложники Тянь Ляня. Ситуация перевернулась, и Лиган вмешался, предложив перемирие. Теперь у обеих сторон была одна цель — вернуть деньги. Байланг согласился. Не теряя времени, он схватил бензопилу и принялся резать заблокированную дверь. Тем временем Сунь Бин и остальные были ошеломлены известием о том, что Джао Цзи остался позади и был схвачен. Не теряя времени, Сунь Бин и Тан Вэй принялись расставлять ловушки. Ли Гуань остался охранять И Чена, Хэ Юя и Сяо Юэ. Вскоре подоспел Лиган со своими людьми. Байланг быстро отделился от группы и по приказу Лигана увлек за собой Тянь Ляня. Вернувшись в безопасную комнату, Лиган попытался связаться с полицией, но сигнала не было. Сяо Юэ передал свой телефон другу. В зал ворвался Байланг, напал на Ли Гуана и украл сумку с деньгами. В это же время Тан Вэй и Сунь Бин сработали ловушки, успешно уничтожив двух людей Лигана. Байланг попал в засаду Тянь Ляня и получил удар ножом. Тяжело ранен,
Он отбивался, разбив камень о голову Тянь-Ляня и замедлив его. В это же время Ли Ган подвергся прямой атаке. Сунь Бин и Тан Вэй запустили в него бутылку с зажигательной смесью, охватив его пламенем и отрезав путь. Внутри Тянь-Лянь оказался в удушающем захвате. Бай Ланг душил его шлангом. Во внезапном порыве Тянь-Лянь вырвался и схватил сумку с деньгами. Но прежде чем он успел убежать, Бай Ланг сделал выпад вперед и ударил их обоих о шкаф. От удара они едва пришли в себя, оба были сломлены и не могли двигаться. Воспользовавшись случаем, Ли Гуань и остальные схватили сумку с деньгами и бросились бежать, на ходу вызывая полицию. Тем временем Сунь Бин и Тан Вэй изо всех сил пытались сдержать Ли Гуана, но им не было равных. Бой был жестоким, оба были быстро избиты. Как раз в тот момент, когда надежда исчезла, Джао Цзи пришел в себя. Без паузы он вступил в бой, пуская фейерверки в Ли Гана и выигрывая драгоценное время. Вскоре Ли Гуань с группой вернулся. Они добрались до полиции, но не успели они отпраздновать, как Ли Ган вернулся, на этот раз с Сяо Юэ в руках. Он держал ребенка в заложниках. Зажатый в угол, Джао Цзи отдал деньги. Тогда Хэй Юэ сделала смелый шаг. Она сделала выпад, чтобы спасти свою жизнь. Ли Ган с силой ударил ее, лишив сознания. В этот момент в группе произошел взрыв. Ярость взяла верх. Все вместе они бросились на Ли Гана, бросив в бой все, что у них было. На этот раз их хватило. Ли Ган был окончательно повержен. С восходом солнца долгая ночь подошла к концу. Джао Цзи и остальные выжили. Вопреки всему, они одержали победу. История закончилась. Суть истории. Не празднуйте, если найдете таинственный мешок с деньгами. Предположите, что он снабжен GPS-трекером и внезапным захватом заложников во время полуночной бури